Это видео про фундаментальный анализ рынка, а именно, что это такое и для чего он нужен, какие виды и методы фундаментального анализа бывают. Итак, начинаем. Фундаментальный анализ рынка — это оценка справедливой стоимости активов на основе реальных финансовых экономических показателей, а также текущей политической ситуации и реальных обстоятельств. Фундаментальный анализ — это зеркальная противоположность технического анализа. Кстати, о том, что такое технический анализ, смотрите в прошлом ролике на канале Жажда Про. Если в техническом анализе трейдеры исходят из того, что цена учитывает все и можно не обращать внимания на микроэкономическую статистику, то фундаменталисты ставят во главу угла статистику по отдельным странам, компаниям, секторам экономики, политическую направленность, сезонные факторы и другие параметры для проведения такого анализа. Фундаментальный анализ критикуют, отмечая, что все значимые факторы учесть невозможно, но он работает, позволяя прогнозировать изменения стоимости активов, будь это ценная бумага, валютная пара или криптовалюта. О том, что такое криптовалюта, мы подробно рассказывали в одном из наших прошлых видео. Итак, что такое фундаментальный анализ простыми словами? Этот термин появился в первой половине 20 века. Его основы заложили Дэвид Дот и Бенджамин Грэм, а именно после публикации книги «Анализ ценных бумаг», в которой описали методику определения истинной стоимости ценных бумаг. Фундаментальный анализ — это всесторонняя оценка показателей, как производственных, так и финансовых, актива или рынка с тем, чтобы определить справедливую стоимость. Фундаментальный анализ говорит, если на фондовом рынке акции компании стоят больше, чем их справедливая цена, то инвестировать в них нет смысла. Также выявляются и недооцененные активы, когда рыночная стоимость актива ниже реальной цены. С появлением рынка Форекс понятие фундаментального анализа несколько изменилось. Под ним стали понимать учет макроэкономической статистики по целым странам, которая влияет на курсы соответствующих валют. То же самое относится и к рынку криптовалют. Под фундаментальным анализом криптовалют понимается оценка разных факторов, которые влияют на ценовую динамику криптоактивов. Он включает в себя оценку множества факторов, например, социальную активность пользователей, экономическую и политическую ситуацию на рынке и так далее. Простыми словами, фундаментальный анализ — это методы прогнозирования стоимости актива на основе текущих реальных данных и показателей. Это и есть основное отличие от технического анализа. Основы фундаментального анализа. Фундаментальный анализ, независимо от актива, собирает реальные внутренние и внешние показатели. Это дает понять, есть ли перспективы роста у текущего тренда. Разберем примерный алгоритм анализа фондового рынка. Первое. Оценивается состояние экономики страны. Второе. Производится секторальный анализ. Отдельные сферы бизнеса могут показывать рост даже в период общей стагнации. Например, пандемия коронавируса и рост акций онлайн-сервисов. Например, магазины Amazon, рост фармацевтических компаний, особенно тех, которые были задействованы в разработке вакцин. Третье. Следующий шаг — это анализ финансовых и производственных показателей компании. Четвертое. На последнем этапе анализируются акции. Это анализ спроса и предложения, объем торгов, настроение рынка в целом и так далее. В результате фундаментального анализа трейдер или инвестор получает представление не только о справедливой стоимости ценных бумаг, но и о перспективах отрасли, влиянии ситуации в государстве на будущее компании. Это основы фундаментального анализа, и ни на одном из перечисленных этапов не происходит взаимодействие с ценовым графиком. При таком анализе рынка не используются инструменты графического и свечного анализа. При фундаментальном анализе трейдеры обращают особое внимание на ключевые ставки Центрального банка, которые говорят о росте или падении инфляции, характеризуют экономическую ситуацию и влияют на валютный рынок. Выступления глав финансовых министерств, банков, крупнейших компаний. Данные о движениях капитала. От этой информации зависит объем экспорта и импорта. Ключевые экономические показатели, как уровень безработицы, ВВП, индекс потребительских цен и другие. Если речь идет об анализе конкретной компании, то во внимание попадает анализ всей ее деятельности и оценка не только текущего состояния, но и перспектив в будущем.
Помните, фундаментальный анализ не используется для прогнозирования поведения актива в ближайший день или месяц, а также, например, для поиска точки входа при показателях индикаторов технического анализа. Основные методы фундаментального анализа. Теперь рассмотрим некоторые методы фундаментального анализа. Сравнение. Суть этого метода заключается в сравнении ключевых показателей активов разных стран. Он применяется при работе на валютных и товарно-сырьевых биржах. Как известно, существует ряд макроэкономических показателей, универсальных для всех государств. К таковым относятся, например, процентная ставка Центрального банка и динамика ВВП. Сопоставив данные, можно попробовать спрогнозировать дальнейшее поведение того или иного актива. Сезонность. Сезонный фактор сильно влияет на стоимость активов многих сельскохозяйственных, продовольственных, энергетических и прочих промышленных компаний. Присутствует он и на валютном рынке. Например, перед праздниками почти всегда укрепляется курс национальных денег. Так на них повышается спрос со стороны граждан и туристов. Сезонность носит цикличный характер. Например, компании, работающие в России, платят налоги в рублях. Во время периода выплат налогов они скупают рубль за валюту, что поддерживает курс нацвалюты. Этот период также длится 1-2 недели. Корреляция. Данный метод основан на том, что с макроэкономической точки зрения цены на некоторые активы предсказать не так сложно. Пропустив данные фундаментального анализа через корреляционные индикаторы, можно получить актуальный прогноз, который будет учитывать влияние значимых показателей. Таким образом, отпадает потребность каждый раз изучать рынок заново. Хороший пример устойчивой связи – обратная зависимость между курсом сырьевых валют, к примеру, российский рубль, и стоимостью барреля нефти. При снижении цены нефти графики валютной пары доллар-рубль растут. Эта связь сохраняется десятилетиями. Дедукция и индукция. Дедукцией называют поиск и объяснение причинно-следственной связи между событиями путем сопоставления имеющихся данных. Этот метод применяется для выявления еще не отработанных факторов, оценка которых может помочь выявить ослабление или разворот тренда. Индукция — это систематизирование множества факторов с целью выявления определенных закономерностей. Применяется только при торговле в направлении тренда. Макроэкономический анализ. Макроэкономический анализ заключается в том, чтобы понять, какова динамика в экономике того или иного государства и мировой экономики в целом для выявления потенциала роста акций определенной компании и других активов. В идеальных условиях экономического роста ценные бумаги на фондовом рынке растут в цене, в то время как в периоды кризиса стоимость акций на фондовом рынке обычно снижается. Для проведения макроэкономического анализа понадобится экономические показатели на душу населения, учетная ставка центральных банков, информация об уровне безработицы, занятости, инфляции, курсы валют, данные рынка ценных бумаг и так далее. Изменение любого из значимых макроэкономических показателей влияет на рынок. Отраслевой фундаментальный анализ. Отраслевой фундаментальный анализ помогает как спекулянтам, так и инвесторам более точно определить активы для портфеля. Анализ отрасли можно производить с использованием различных фондовых индексов, которые отражают состояние в той или иной области экономики. Таких индексов очень много, и всегда можно найти подходящий для определенного сектора экономики. Фундаментальный анализ акций отдельных компаний. Это завершающая стадия перед принятием окончательного решения о покупке, например, акций или криптовалюты. Анализируются в таком случае такие показатели, как выручка – сколько средств получила компания за счет реализации своих товаров или услуг. Чистая прибыль. Прибыль до отчисления налогов, амортизации, EBITDA. Этот показатель применяется для понимания прибыльности компании. Стоимость компании с учетом ее пассивов. Под пассивами понимаются долговые обязательства. Закредитованность. Оцениваются все долги и график их погашения. Капитализация. Коэффициенты P на E, P на S и так далее. Денежный поток. Выплачиваются ли дивиденды? Кстати, о том, что такое дивиденды, мы рассказывали в одном из прошлых видео. Итак, подведем итоги.
Фундаментальный анализ в большей степени инструмент инвестора с горизонтом планирования в несколько лет. Техническим анализом, как правило, пользуются трейдеры, так как для них важна конкретика. Это не значит, что трейдер не может использовать фундаментальный анализ и наоборот. Если факторы фундаментального анализа указывают на ухудшение условий для отдельного сектора экономики, трейдер может учесть это и ограничить свою торговлю только сделками на продажу. На этом все. Советуем также обязательно посмотреть видео про биржи, что это такое и каких видов она бывает. Напоминаем, что вы всегда можете найти больше информации на канале Жажда Про и в описании под каждым видеороликом. Если вам понравилось видео, поддержите лайком и комментарием. Подписывайтесь на канал и до новых встреч!